В индийской системе сердечный центр, как чакра, имеет 12 лепестков. В китайской системе 12 каналов плюс центральный. 12 апостолов – это все та же тема. Можно говорить и другим языком, 12 рек. Можно говорить 12 богов. Вы понимаете, суть не в том, каким словом мы обозначим, а в том, каким словом мы передадим. Чтобы знание получить, вы должны оказаться в нужном месте, в нужное время, в нужном контакте с тем, кто может этот навык передать. Сотворение мира. Глава 1. Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Не было ничего. Бог сотворил небо и землю. Вот ничего не было. Вам что-нибудь это напоминает? Ничего. Буддизм. Ничего. Пустота. В принципе, в буддизме это Будда, пребывающий в состоянии транса или самадхи. Вы понимаете, рано или поздно международное информационное пространство, в котором вы пребываете, где-то мысль начнет срабатывать. С вниманием, которое здесь на лбу, связано с христианством. Его обозначили как центр. Этот центр обозначили отцом. Вообще, что это такое, откуда появилось, никто толком не знает. Вот Троица, каким образом она появилась на свет, никто не знает. Но, тем не менее, этот центр обозначен отцом. Если мы возьмем Библию и посмотрим, что из себя представляет отец, он грозный. Вот. И требует абсолютного подчинения себе, полного абсолютного подчинения себе. Тогда обещает всякого рода блага. Индусы этот центр называют глазом Шивы. Он разрушитель, он созидатель. И когда мы гневаемся или нервничаем, мы собираем по-звериному холку и все остальное, сосредотачиваемся вот через это место. То есть это интеллектуальная территория. И более того, его обозначают как Бога, который пребывает во всех мирах или на всех небесах. Он присутствует, он везде. То есть для третьего глаза или, если брать христианского отца, вообще-то нет такого места, где его нету. И таким образом аналитическая часть находится в зоне нашего внимания или сосредоточения. Это вот здесь. Качество вашего внимания определяет, что вы из себя представляете на самом деле. Качество вашего внимания. К нашему несчастью, так случилось, что у нас мистицизм в христианском мире не случился. И люди двинулись на восток, в ту же йогу, в поисках того мистического знания, которое где-то там далеко осталось, которым владели их предки. Напоминаю, все науки пришли из многобожного мира. Все науки, уберите этот многобожный мир, и все. То есть многобожный мир каким-то образом сотрудничал с внешним, а единобожный мир перестал сотрудничать с ним. Мы перестали сотрудничать с природой и, как следствие, перестали сотрудничать, в общем-то, с собой. Мы потеряли дорожку к самим себе.
Как можно пройти туда глубже, если у вас там уже стоит запрет? А именно так это и выглядит. Они нам дали знания, наука пришла оттуда. Она не рождена в единобожном мире, она рождена в многобожном мире. Мы их стерли, наших предков, и не покаялись. И этого даже не понимаем. Посмотрите, у буддистов, внимание, они его приглашают сюда, садятся и думают туда. Все их единоборства построены на том, чтобы связать все свои телодвижения с этим центром. Потом мучаются для того, чтобы поставить и наладить дыхание. Это делают и те, кто упирает свой взор сюда, в межброви, и те, кто упирает сюда. Мы этот центр обозначили духом. Понимаете? То есть должен дух быть спокойный. Чтобы это произошло, тип дыхания должен меняться. У индусов он должен практически остановиться. У буддистов, которые находятся в сидячем трансе, то же самое. Практически должен остановиться. Но это не значит, что он должен заснуть. Но чувства в этот момент должны умирать. То есть он должен отрешаться от тела. То есть это все религии мира. Дух первичен. Душа – это самое главное. Значит, те религиозные деятели, которые оставили пути, они создавали своего рода или мантры гимнастики, молитва, да, или телесные гимнастики, включительно. Я как пример приводил, что в мусульманской религии покруче любой йоги. Намерение, само намерение, понимаете, это акт смирения, когда человек отрешается от себя. Если это делается из года в год, это делается родителям, передается детям и так далее, понимаете, они научаются отрешению. Если вы откроете йогу, там это такие ступени. Так что к мусульманскому намерению и их практике надо очень внимательно отнестись. Итого, буддисты выделили этот центр. Интересно, в христианстве этот центр называется в большом количестве сын. В современном термине это гравитационный центр. В общем-то, здесь находится наш центр интеллекта, центр сосредоточенности, и его так и обозначают. И вы, как современные уже люди, должны понимать, что сердечный центр во всех религиях выделен, потому что изменяется энергетика. Если эти два центра объединяются, ваш кровоток изменен, в нем другая химия. Тип дыхания, естественно, изменится. То есть ваша внутренняя физиология тоже поменяется. Если посмотреть на мой вдох сейчас, я дышу вот ровно вот столько. Ни больше, ни меньше. Почти грудная клетка не двигается. Но чтобы мне вдохнуть, мне приходится все тело включать. То есть я с виду могу быть спокойным, выдержанным, сдержанным, и, соответственно, эффективность моих усилий начинает возрастать. В силу того, что мой центр занижен. Не как у китайцев, понимаете, а так как мы над этим работаем. Потому что мое внимание уже с этим центром настолько сцепилось, что неважно, с какой стороны меня подтолкнуть, умственной или телесной, они мгновенно объединяются в одно целое. То есть проявляется как бы необычная сила. Эволюционные преображения, эволюционные изменения связаны с перемещением в пространстве. Я могу замереть на какое-то время, но чтобы двигаться в таком внимании, но все равно мое тело все равно как в пространстве танцует. Мои мышцы двигаются внутри, вот так, они сами двигаются внутри. Потому что я гравитационно связан как дерево. Я просто показываю, насколько древний мир использовал эти центра. И у нас есть шанс это понять, озвучить для своего мозга и стремиться к освобождению.
Ну, первое, ни в коем случае нельзя отказываться от того, что есть. Нельзя отказаться от своей мамы, ни в коем случае. Нельзя отказываться от нации, от народа и так далее, и так далее. Это общность судьбы. Но понимать, что мы все человеки, вот это надо понять, и это очень сложно. Как бы вот подняться, ведь там за забором у них другая история, у них другая память. Человечность и история нации или история традиции – это несколько разные вещи. Взглянуть глазами человечности на историю заборов, разделений многополярных, как это разделяют людей, почему это делается, для чего это делается. Но рано или поздно это безобразие же закончится. Когда-нибудь мы сможем нормально двигаться по этому миру, ходить без боязни. А по сегодняшний день мир разделен. Мы разделены внутри себя. Освобождайте себя, вот к чему я клоню. Вот все религии говорили об этом, все, кто был в начале, говорили об этом. И самое важное, они свое знание черпали не из этого мира, знания их из другого мира. Что это за другой мир? То есть это другие существа, находящиеся в другом информационном пространстве. Оно несколько больше того, которое мы видим. И гарантированно они прекрасно понимали, что все живые существа и все, что в этом мире создано по одному и тому же закону – Троица природы. Людям, которые почитают ислам, у них живая книга, написанная. Но пророку книга не нужна была по одной простой причине. Он сам есть Коран. Он сам есть живое воплощение Корана. Он живое воплощение пути. То же самое относится к Христу. То же самое относится к Будде. И когда такое существо, потому что человеком сложно назвать, пробуждается, он не находится в этой жизни просто в одной жизни. В нем просыпается множество жизней. Множество жизней, как одно пространство, в котором он находится, и все пребывает в нем. Ему не нужна священная книга, он сам есть это. Для обычного сознания человека это все, это безумие. Но и пророки, назвать их, что их ум человеческий нет, это безумие. Их ум безумен, потому что там нет человеческого ума, и через них говорил кто-то. Совершенно другое информационное пространство, которое нам назначают Богом. Он не бородатый дяденька. И мама, породившая всех матерей, это земляна, они выглядят как женщины. Совершенно не похожи. Но сказать, что это не женщина, тоже не получается. Сказать, что она не рожает, не рождает, не получается. Мы созданы из ничего. Это ничего можно обозначить религиозным языком – душа Бога. Весь мир создан из Него, из Его души. И Он в каждом объекте, говоря религиозным языком, который мы видим или не видим, Он каждому объекту знает имя Его, потому что все из Него. А научным языком это гравитационное пространство, в котором мы пребываем. Единое гравитационное пространство.